Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Чонгук подумал, что Тэхён возьмет его за руку. Девятое место. То, как Тэхён тут смотрит на Чонгука. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Скандал в эфире. Почему Чонгук не смог скрыть ревность к Тэхёну?». Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал, на Бусти и канал в Telegram будет в описании этого видео, а также в комментариях. Седьмое место. Оу ноу, как сильно он хочет внимания Чонгука. Шестое место. Поведение пары. Собственник Тэхён – моя Римская империя. Такое ощущение, будто Тэхён просто взял вещи из шкафа Чонгука и вышел в них. Пятое место. Общаются надутыми губками. Четвертое место. Чонгук, прием. Третье место. Новости. Южнокорейские СМИ. Чонгук несет свой багаж с яркой улыбкой. Сообщается, что во время вылета Чонгука заметили с огромной сумкой, которую он нес сам. По словам очевидцев, она была заполнена различным снаряжением и оборудованием. Чонгук будет что-то снимать. Этот цвет волос Тэхёну невероятно идет. Такой красивый, свежий и очень ему к лицу.
Немного о недавнем эфире Чангука. Экран подсказки, который появился, когда Чангук проиграл нам музыку в конце лайва, был из Apps Studio. Apps — это мощное профессиональное ПО для стриминга, честно говоря, один из лучших вариантов, если вы хотите выйти в прямой эфир. Наверное, поэтому он смог переместить Vevo логотип повсюду, потому что Apps позволяет размещать элементы на отдельных слоях, а логотип был своим собственным слоем, так что он мог просто перетащить его. Использование Apps показывает, что он не просто небрежно включал камеру телефона и выходил в эфир, это целая профессиональная установка, которую он собрал для нас. Чтобы картинка была более четкой и стабильной, поток шел бы плавнее, переключение между углами было бы проще, и весь просмотр стал бы лучше и веселее. Наверное, поэтому он вздохнул о том, что это такая морока после того, как обновил всю свою систему для стриминга, но он все равно сделал все это для нас. Мы даже не представляем, сколько он учился и готовился за кулисами, лишь бы убедиться, что наш просмотр пройдет как можно лучше и веселее. Два типа дуэта. У Taekook все куда интереснее. Антон Хо, один из переводчиков книги Beyond the Story, 10-year record of BTS, поддержал решение BTS в своей Instagram Stories. Мне очень понравилось то, что сделали BTS. Это было правильное решение. Я часто смотрю, сколько представителей цветных сообществ или азиатов попадает в длинные списки книжных премий. И если вижу там только одного, сразу понимаю, что это просто символическое включение, Token Pick. Не слишком искушенная корейская пресса каждый раз восторгается этим, радуясь такому символическому представительству, но я уже слишком многое повидал, чтобы воспринимать подобное всерьез. BTS долгое время использовали лишь для того, чтобы повысить просмотры церемонии Грэмми. Теперь же они сами говорят Грэмми: идите к черту. Молодцы! Надеюсь, остальная Корея тоже извлечет из этого урок. Примечание. Выражение Token Pick означает символическое включение представителя определенной группы ради демонстрации разнообразия, а не из-за равного отношения или объективной оценки заслуг. Самый кьюти-бой на свете, он нас не переубедит. Тэхён в обновлении Compose Coffee, Тайвань. Первая страница Compose. Переверните сегодня новую страницу жизни, начав ее с чашки безупречного кофе, который пробудит ваш разум. Compose ледяной американо обладает самым чистым и мягким вкусом. Он поможет вам развеять утренний туман и найти свой собственный, неповторимый ритм жизни. С какими бы трудностями вы ни столкнулись сегодня, пусть Ви будет рядом с вами. Проведите время за чашкой кофе и зарядитесь энергией. Движение, которое сводит с ума весь кей-поп. Фанбаза ТВ Canada о создании нового уголка Тэхёна.
новый уголок Тэхёна обрел свой дом в Ниагарском ботаническом саду. Окутанный красотой природы, этот уголок – маленькое напоминание о тех моментах, которые вдохновляют нас, тихих местах, мирных видах и воспоминаниях, которые мы несем с собой. Тэхён однажды поделился своей милой историей Ниагарский по маленьким моментам, связанным с чудом Ниагары, который остался с многими из нас. Сегодня мы надеемся, что этот уголок сада станет местом, где другие тоже смогут создавать свои собственные прекрасные воспоминания. Пусть этот уголок расцветает любовью, добротой и той же теплотой, которую Тэхён приносит в мир. Самый узнаваемый знак и самая известная буква. Зина Кода, одна из инициаторов создания категории Best Asian Pop, поделилась серией сторис в Instagram после решения BTS не подавать свои работы на Грэмми. Люди не понимают, насколько сложно менять и развивать категории Грэмми, и какова была общая цель введения азиатских артистов как значимой силы в рамках Грэмми. По-настоящему грустно и обескураживающе видеть, как было обращено с этой темой в целом, когда столько людей за кулисами работали, чтобы дать видимость азиатским артистам в Грэмми, чему-то, чего раньше просто не существовало. Достичь какого-либо уровня представительства было настоящей миссией для многих из нас. Это новая категория, и ничто не бывает идеальным в своей первой версии. По многим параметрам, эта категория даже не была задумана для BTS. Она предназначалась для артистов, которым нужна большая видимость и возможности для продвижения, а не для суперзвезд поп-музыки с десятилетиями карьеры за плечами. BTS всегда имела возможность номинироваться в другую категорию поп-музыки, и то, чего многие люди не понимают, это то, что такие решения принимает не публика. Их принимает тщательно отобранная группа профессионалов музыкальной индустрии и артистов, которые входят в сообщество членов, искренне заботящихся о представлении. Ирония всей этой ситуации в том, что все это было сделано, чтобы сблизить нас, заставить гордиться достижениями азиатских поп-артистов в культуре и продолжать прокладывать путь для будущих поколений артистов. Вместо этого это превратилось в медийную кампанию, подпитываемую нарративом, который никогда, ни в коем случае, не был целью создания этой категории. Почему я чувствую, что имею право говорить об этом? Потому что я была одной из тех людей, кто продвигал создание этой категории в комитете. Намерение всегда заключалось в том, чтобы признавать артистов на самом высоком уровне в академии, и эта цель явно потерялась в мист этого столь поляризованного спора. Я также осознаю, что поп – не единственная категория, в которой участвуют азиатские артисты, но это всегда задумывалось как первый шаг к гораздо более широкой цели – дать нам больший голос и представленность. Вместо этого мы чувствуем, что один из самых важных азиатских артистов отверг эти усилия, и меня глубоко огорчает, что не было частного разговора, чтобы понять, в чем на самом деле заключалась цель этой инициативы, и обсудить это, вместо того, чтобы принимать такое решительное решение, которое в итоге привлекло еще больше медийного внимания. Когда люди говорят о сообществе и о продвижении своего сообщества вперед, я – одна из тех, кто буквально посвятил свою жизнь этому для других в азиатском творческом сообществе, в реальной жизни, а не только в интернете. Такие ситуации действительно заставляют меня сомневаться, сможем ли мы когда-нибудь по-настоящему объединиться как сообщество. Это грустный день для многих из нас, кто вложил кровь, пот и слезы в попытке продвинуть реальные изменения. Мы чувствовали, что продвигаемся вперед шаг за шагом, только чтобы в итоге быть отвергнутыми людьми в интернете, которые не понимают, как на самом деле работает процесс номинации и голосования. Ничего из этого не изменилось,
и эта категория никогда не задумывалась как окончательное решение, а как шаг в правильном направлении. Легко говорить в интернете о тех изменениях, которые должны быть сделаны. Но требуется настоящее мужество и преданность, чтобы находиться на передовой и пытаться продвигать структурные изменения оттуда. Спасибо всем людям, которые всегда оставались верными и продолжали работать над созданием реальных изменений, как изнутри, так и извне, с конкретными действиями, которые вышли из интернета и действительно заставили вещи произойти. Самая эстетичная и органичная пара. Брейден Шепард, геймер из Лос-Анджелеса, поделился своим восхищением статусом Т на уровне мастер в игре League of Legends посреди мирового турне. Тэхён сделал серьезное объявление через свой Instagram. Он играет в League of Legends и теперь достиг ранга мастер на корейском сервере, находясь в мировом турне. Теперь я стыжусь своего ранга. Чтобы понять масштаб, мастер – это вершина, элита из элиты. Менее 1% игроков когда-либо достигнут этого ранга в League of Legends, которая считается самой сложной соревновательной игрой в мире. Лучшие игроки в этой игре уважаемы в Корее не меньше, чем некоторые айдолы K-pop. Фейкер – лучший пример человека, которого вы, возможно, знаете, профессионального игрока в League of Legends в Корее. Достичь такого ранга во время мирового турне – это просто безумие. Я знаю, были какие-то споры, но теперь он самый высокоранговый айдол K-pop в мире по League of Legends. Тэхён наглядно доказал, что можно быть успешным в абсолютно разных сферах. Он не только собирает стадионы как мировой артист, но и берет топ-ранги в сложнейшей киберспортивной дисциплине. Искренне гордимся успехами Тэхёна. Как же я люблю их любовь. Чейз Кан, журналист и писатель Rolling Stone Korea, опубликовала в своем личном аккаунте пост в поддержку отказа BTS от участия в Грэмми 2027. Почему BTS сказали нет Грэмми? На церемонии «Золотой глобус» 2021 года фильм «Минари», рассказывающий о семье корейских иммигрантов в Америке, был классифицирован как фильм на иностранном языке. Люди были возмущены. Что может быть более американским, чем история иммигрантов в стране иммигрантов? Поскольку более половины диалогов велось на корейском языке, фильм «Минари» пометили как иностранный. Принимая награду в следующем году, корейско-американский режиссер Ли Айзек Чун сказал, что семья в фильме говорила на языке сердца. Теперь группу, которая возглавляла чарты Billboard и доминировала в музыкальных хит-парадах по всему миру, по-прежнему относят к категории «азиатская музыка». Ирония заключается в том, что большая часть их нового альбома записана на английском языке. Некоторые фанаты даже сетовали на постепенное исчезновение текстов на корейском языке, но альбом все равно классифицируют как азиатская музыка. Ранее в этом году, когда Bad Bunny выиграл в номинации «Альбом года» на Грэмми и выступил в шоу в перерыве Супербаула, люди были потрясены. Неанглоязычная музыка побеждала, а испанский язык звучал на одной из самых американских сцен в мире. Но латиноамериканская музыка, по крайней мере, сильна своей массовостью, поддерживаемой растущим латиноамериканским населением в США. Фанаты же K-pop рассеяны по всему земному шару и поддерживают своих любимых артистов через онлайн-сообщества. Они назвали это разнообразием. Но парадоксальным образом
разнообразие стало ярлыком, тегом, который навсегда оставляет определенных артистов за пределами мейнстрима. Как и в случае с Минари, возможно, BTS просто хотят петь на языке сердца. Большое любящее сердце. Баон Гуен, режиссер документального фильма BTS The Return, в Instagram. Примерно год назад я начал путь, документируя BTS, когда они снова собрались вместе. То, что я обнаружил, было не просто одной из крупнейших групп в мире. Я нашел 7 артистов, которые остались невероятно приземленными, несмотря на колоссальный успех, которые ведут за собой с твердой убежденностью и никогда не теряют из виду то, кем они являются и ради кого они это делают. Для меня было одной из величайших привилегий в карьере – провести с ними время и лучше понять ту необыкновенную связь, которую они разделяют с фанатами. Доверие, которое они оказали мне, позволив рассказать эту главу их истории, это то, что я никогда не стану принимать как должное. Оглядываясь назад на эти кадры, я благодарен BTS, фанатам и всем, кто сделал этот незабываемый год возможным. Его харизма поражает. Победитель аукциона – фан-сайт по стримингу. Девушка делится впечатлениями. Я все еще дрожу и не уверена, действительно ли это произошло. Кажется, я выиграла шарф. Я сделала ставку в дополнительное время. Просто эта последняя минутная мысль убедила меня, когда еще выпадет такой шанс. Все еще в полном неверии. Надеюсь, ты знает, какие вы замечательные девушки. Все вы, кто стримит и голосует за него. Любимые Тэйкук и милые моменты их взаимодействий. Поклонники Тэхёна распространяют доброе влияние по всему миру. Релий пожертвований в образовательный фонд FIFA Global Citizen. Поклонники Тэхёна продолжили цепочку пожертвований в образовательный фонд FIFA Global Citizen, практикуя доброе влияние. Пожертвования проходили независимо от участия в аукционе шарфа, который Ви носил на выступлении в тайм-шоу чемпионата мира, и осуществлялись в Европе, Северной и Южной Америке, Азии, Африке и других регионах. FIFA и некоммерческая организация по борьбе с бедностью Global Citizen совместно учредили образовательный фонд FIFA Global Citizen с целью собрать $100 миллионов, чтобы предоставить детям из малообеспеченных и маргинализированных слоев населения по всему миру доступ к образованию и футболу. Global Citizen и британская аукционная провели благотворительный аукцион в честь Кубка мира FIFA. Доброта, теплота, скромность и щедрость Ви вдохновляют многих людей. Тэйкук – это две ноты, которые вместе создают идеальный аккорд, и зеркала, в которых отражается искренность без фальшивых нот.
По имеющейся информации, Грэмми заключили с Disney плюс 10-летнее соглашение о глобальной трансляции церемонии. Чтобы эта сделка себя оправдала, премии необходима мировая аудитория, а артистов, способных привлечь зрителей со всего мира, не так много. Среди любимцев Грэмми, ориентированных в основном на американский рынок, таких еще меньше. Поэтому в сети предполагают, что отказ BTS участвовать в премии мог стать для Грэмми серьезным ударом, особенно на фоне нового соглашения с Disney+. По информации инсайдера, Грэмми пытаются связаться с BTS. Что бы это ни было, надеемся, это пойдет на пользу группе. Полминуты чистой нежности. Смотришь на эти сияющие глаза смородины и понимаешь, человек отдохнул, счастлив и согрет любовью. Корейский гражданин написал текст про Грэмми и BTS. Он стал самым обсуждаемым. Наша Земля может быть маленькой, но разве небо у нас тоже маленькое? Корея – небольшая страна, и она никогда не была в центре глобальной музыкальной индустрии. Корейский язык, в отличие от английского, тоже не тот язык, на котором говорят и который понимают повсюду. Но то, что мы родились на маленьком клочке земли, не значит, что мы должны ограничивать свой взгляд маленьким небом. BTS, исполняя песни на корейском, пересекли Тихий и Атлантический океаны. Люди, говорящие на разных языках, пели их песни одним голосом. Кто-то нашел в них спутника в одиночестве, кто-то научился любить себя, а кто-то посреди отчаяния вновь обрел силы держаться за жизнь. Если Грэмми вручит им награду, мы вместе с ними будем радостно праздновать. Но даже если не вручит, тот мир, который создал BTS, не станет меньше. Никакой титул и никакая награда не смогут сузить небо, в котором звучит музыка BTS. Награда в руках музыканта, а песня в сердце человека. У полки для наград есть границы, а у неба, по которому может лететь песня, границ нет никогда. Наше небо не ограничено Корейским полуостровом. Оно пересекает Тихий и Атлантические океаны и выходит за пределы залов с наградами разных стран, а также за границы, разделенные по регионам и языкам. И вот это небо достигает всей Вселенной. А музыка BTS всегда будет продолжать наполнять эту Вселенную. Второе место. Это так интимно. Этот эфир становится еще более забавным, если вспомнить, как Чангук буквально не мог оторвать взгляд от ног Тэхёна. И все это в тот момент, когда на Тэхёне были те самые шорты, похожие на трусики. Первое место. Когда одна улыбка дорого человека может вылечить даже от плохого самочувствия и настроения. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.